Приветствую вас! Появление этого грузовика большой грузоподъемности в Советском Союзе было обусловлено необходимостью перевозки большого количества полезных ископаемых и постройки плотин, с которым тогдашняя техника не справлялась. Существующий в то время МАЗ-205 для этой цели не годился в силу малой грузоподъемности. Работа по созданию нового будущего грузовика началась в 1948 году на Ярославском заводе. Но потом всю документацию по машине передали на МАЗ, где дальнейшей разработкой занималась уже группа конструкторов под руководством Бориса Львовича Шапошника. И через год опытный образец под названием МАЗ-525 был готов. МАЗ-525 представлял собой двухосный грузовик, в основе которой легла мощная из прокатных швеллеров сварная рама. Но грузовик был установлен 12-цилиндровый V-образный танковый дизель D12А мощностью 300 лошадиных сил. Максимальная скорость машины составляла 28 км в час. Коробка передач пятиступенчатая, гидромеханическая, с дополнительным лепестковым сцеплением. С двигателем она была разнесена и крепилась к раме отдельно. Сцепление двухдисковое, сухое, работающее совместно с гидромуфтой. МАЗ-525 стал первой машиной, оснащенной двумя распределительными валами и планетарными колесными редукторами в ступицах задних колес, передающие крутящий момент от двигателя к заднему мосту. Передняя подвеска состояла из двух продольных полуэллиптических рессор. Задняя же подвеска намертво крепилась болтами к самой раме и не имела каких-либо амортизаторов или рессор. И связано это было из-за того, что ни одна подвеска не смогла бы выдержать тех нагрузок, когда на платформу загружали многотонные каменные глыбы. И чтобы хоть как-нибудь амортизировать удары камней при загрузке самосвала, конструкторы создали специальную платформу, состоящую из двух стальных листов с дубовой прокладкой между ними. На саму же раму нагрузка передавалась через 6 установленных резиновых подушек. Для предохранения кабины от ударов при загрузке платформа имела в передней части защитный козырек. Сама же кабина была двухместной, рулевой механизм с гидроусилителем. Самосвал имел огромные колеса, диаметр которых составлял 172 см. Они же в свою очередь служили главными амортизаторами. Еще одной интересной новинкой этого грузовика был его опрокидывающий механизм самосвальной платформы, гидравлический с двумя телескопическими цилиндрами, который поднимал кузов за 40 секунд. В 1951 году инновационный самосвал, показатели которого оказались неплохими, пошел в серию. Этот грузовик применялся на многих стройках в Советском Союзе. Он также был самым массовым карьерным самосвалом в мире. Если в первое время МАЗ-525 собирали в год по несколько десятков, то в 1954 году собрали больше сотни. Но собранных экземпляров все равно не хватало для потребностей страны. И этот самосвал перевели из Минска на завод в Жодино, ставший впоследствии БелАЗом. Всего же за 15 лет было собрано 6961 экземпляр на двух заводах. Были и попытки на базе МАЗа создать несколько модификаций, начиная от самосвального автопоезда и кончая интересной машины, которую разработали в 1964 году на электрической тяге, так называемый троллейбус ДТУ-25. Также на этой базе в 1959 году авиаторы заказали 3 колесных аэродромных тягача МАЗ-541. МАЗы были популярны не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Они экспортировались в Индию, Египет, Китай и другие страны. И все благодаря своей выносливости, прочности и неприхотливости двигателя. Ведь он мог работать на разных видах масла, заводился не глух даже в сильные морозы. Но несмотря на все его достоинства, век этих грузовиков был недолг. В 1965 году МАЗ-525, а также его более грузоподъемный собрат МАЗ-530 уступили место новой разработке карьерного самосвала – БелАЗу 540. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаем всего хорошего, до новых встреч!